Когда мы говорим с вами о хищниках, что приходит первым в голову? Лев? Тигр? Крокодил? Но что, если я скажу вам, что гиены – одни из самых умных хищников, и они очень неординарные особи? Вместо того, чтобы хотеть убить своего противника, они желают съесть его живьем. Они нападают в большом количестве, и, как правило, у добычи нет никакого шанса. Сегодня в нашем новом выпуске самые жуткие и невероятные сражения гиен, снятые на камеру. С вами царь зверей. Да начнется охота! Гиена против куду. Ох, а я думал, что антилопы всю жизнь только и могут убегать от жертвы. А здесь куду додумался, что можно еще и драться. Вот только ему чуть-чуть не хватило сил. Но в любом случае он сражался достойно. Гиена наткнулась на драку шакала и куду. Только посмотрите на его довольное лицо. Глядишь, и ему чего-то перепадет с добычей. Гиены никогда не откажутся от позднего ужина. Вот только бедолагу куду никто об этом не предупредил. Гиена против слона. Эти гиены никогда бы не связались со взрослым слоном, но вот от маленького слоненка они не откажутся. Странно, что малыш пошел куда-то ночью один без своих родителей. Гиена нашла умершего слоненка и уже обрадовалась легкой добыче. Как вдруг на нее накинулась мать малыша. Да вот только это помогло ненадолго. Хитрость и наглость еще никто не отменял. Гиена против зебры. Мне кажется, что никто так хорошо не работает в команде, как гиены. Только взгляните, как четко у них прошла эта охота. Без лишней паники, без суеты. Зебре остается лишь смириться со смертью. Этой зебре не удалось скрыться от гиен. Вы можете подумать, что сейчас стадо придет на помощь бедняге, но, увы, не в этот раз. Вся толпа просто в ужасе бежит дальше. Коричневые гиены. Коричневых гиен можно встретить в Ботсване, Зимбабве и Южной Африке. Сейчас этот вид считается самым редким видом гиены. Только взгляните на скорость этого забега. Будто под ним уже не пыль, а самый настоящий дым от трения. А в какой-то момент хищник даже потерял свою добычу. Наконец-то хотя бы одна гиена в этом мире получила по заслугам. Этот храбрец забыл, что рядом подмоги нет, и быканул на леопарда. За что, конечно, и был наказан. Но оно и правильно. Будет знать, кто настоящий авторитет в лесу. Гиена против бородавочника. Ох, как жаль, что гиены не веганы. Если бы они ими были, то думаю, что этот бородавочник жил бы дальше. Но, увы, увидеть рассвет ему уже было не суждено. Думаю, эта гиена сейчас на 7-м небе от счастья. Ей удалось поймать маленького бородавочника в одиночку, а значит, и кушать будет только она. Гиена против крокодила. Ребята заметили маленького крокодила, который вышел на сушу. Кажется, для него это было фатальной ошибкой. Гиена против газели. Газель пыталась отвлечь гиену, чтобы та побежала за ней. Но похоже, что хищник уже не хочет менять своих целей. Если он выбрал малыша, то и есть будет малыша. У меня ощущение, что гиена в сговоре с этим жирафом. Типа пока один кушает, другой стоит на шухере. Гиена против носорога. Гиены бы точно не хотели встретиться со взрослым носорогом один на один. Ведь их толстую кожу довольно трудно прокусить, а мощный рог способен убить почти любого. Но все меняется, если носорог уже мертв. Теперь этот гигант не представляет опасности, а значит, можно спокойно перекусить. Черт возьми, насколько больно смотреть это видео. Гиена просто подошла к носорогу сзади и откусила ему хвост. Гиена против топи. Молодая пара антилоп спокойно лежали.
пока к ним не прибежала голодная гиена. Похоже, что у бедняги получилось выбраться из схватки, но уже поздно, ведь к хищнику прибежала подмога. Еще одна топи спокойно проводила время, пока к ней сзади не подошел хищник. Поначалу у нее были шансы на побег, но в какой-то момент бедняга просто сломал себе ногу, думая, что теперь ей никак не выжить. Глядя на это видео, мне кажется, что топи слишком уж какие-то пофигисты. Но вы сами посмотрите на это. У них на глазах убивают собрата, а им хоть бы хны. Гиена против бегемота. Огромного бегемота убить крайне сложно, но уже ничего не остановит эту бешеную стаю гиен. Они жадно откусывают каждый кусок тела своей жертвы, и вряд ли их сейчас волнует, кто перед ними. Гиены, похоже, недолго думают над тактикой нападения. Им вообще все равно, где ловить свою жертву – на берегу речки или же на суше. А здесь ребятам крупно повезло. Огромный больной бегемот уже валялся посреди леса. Остается лишь съесть его. Гиена против буйвола. Чтобы вы понимали, буйволы весят от 300 до 800 килограмм. Но несмотря на такую массу, они все равно получают люлей от маленьких гиен. Я без понятия, как этим двум хищникам удалось повалить такого гиганта. Кто бы мог подумать, оказывается, что гиены тоже умеют правильно охотиться. Здесь ребята догадались, что надо отделить добычу от всего стада, и действовали очень умно. Думаю, это лучший день в жизни гиены и последний день для буйвола, ведь бедняга застрял в грязи и уже никуда не сможет убежать. Гиена против импал. К сожалению, не все в этом мире справедливо. Например, этот леопард только что убил бедную импалу. Хищник уже собирался пожинать плоды своей работы, но в итоге прибежала жадная гиена, которая утащила добычу. А здесь леопард уже заприметил добычу, но в итоге не успел напасть. Прямо на его глазах импалу разорвала голодная гиена. Остается лишь смотреть на этот ужас. Импала уже давно не пытается выбраться. Прямо сейчас на ваших глазах ее пожирают заживо. Ну а что поделать в такой ситуации? Лишь только смириться со смертью. Еще одна гиена решила украсть готовую добычу. Леопард даже не стал возражать, ибо сам не хочет получить по голове. Гиена против жирафа. Убить жирафа – задача сложная. Даже королям джунглей приходится постараться, чтобы справиться с такими великанами. Но все мы знаем, что гиены очень любят бродить по лесам в поисках уже готовой пищи. И сейчас им удалось найти мертвого маленького жирафика. Вот только получится ли им забрать добычу? Как думаете? Гиены против тюленей. Эта гиена в наглую пытается забрать у мамы ее детеныша. К сожалению, мать без понятия, как бороться с этим хищником, и остается лишь смириться с потерей. Обидно смотреть на это зрелище. В дикой природе нет правил. Здесь мама просто сама отдала своего ребенка, лишь бы спастись самой. Мне кажется, что она поступила все равно неправильно. Ну, нельзя же так. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Гиены против антилопы гну. Удивительно, но эту одинокую гиену вообще не пугает размеры антилопы. Несмотря на то, что она совершенно одна, ей удалось справиться с такой крупной добычей. Вот только самой жертве не повезло, ведь ее просто пожирают заживо. Даже представлять не хочу, какие это муки. Просто посмотрите на этот неравный поединок. Без понятия, почему другие антилопы просто ходят рядом и даже не спешат идти на помощь. Мне кажется, что толпой у них бы получилось одолеть эту стаю. С вами был Царь Зверей. И предлагаю вам прямо сейчас посмотреть наш часовой выпуск про самые невероятные битвы животных.